Потому что если не решится черкесский вопрос, Кавказскую войну нельзя считать законченной. Фимахову, ассаламу алейкум, Фребдара, вы снова на канале Черкасиан Медиа. Делитесь нашими видео, подписывайтесь на канал, мы продолжаем нашу работу. Недавно в Польше завершилась первая конференция, посвященная черкесскому вопросу, научная конференция. Соорганизатором и инициатором этой конференции являлся Черкесский культурный центр, и поэтому сегодня у нас в гостях руководитель Черкесского центра в Тбилиси Мираб Чухова. Приветствую вас, Мираб, гамарджоба. Всего доброго. У нас такие отношения, что мы должны соблюдать наши кавказские выражения, в том смысле, что на Кавказе принято общаться не на «вы», а на «ты». И никому не покажется это неуважением. А в человеческом случае почему «ты»? Потому что подчеркивается его индивидуализм. Не только один из всех других, но только один, с кем имеет дело, и это есть для него индивидуум, который имеет свое место и в обществе, и в пространстве. Поэтому смело переходим на «ты». Ну, по-моему, у нас такие отношения сложились, что оно заслуживает на «ты». Хорошо, так гораздо комфортнее, я думаю. Мираб, вот ты являлся одним, как в лице Черкесского центра, организатором конференции в Варшавском университете. Как прошла эта конференция и какие итоги можно подвести этой конференции? Конференция готовилась долго, и вообще лучше я скажу, как вообще конференции выстраиваются в европейских университетах. Сперва идет соглашение, это может быть словесное, потом идет переписка на официальном уровне, после чего приходит подтверждение с обеих сторон, и только после этого та институция, которая согласовывает свою позицию и согласность, вывозит это предложение на заседание научного совета того или иного университета. И там окончательное подтверждение. Так оно случилось в случае Варшавского университета. Мы это хотели в начале этого года, ковид-ситуация не позволяла. Потом мы продолжили общение, и случилось то, что случилось. Я думаю, что мы провели очень удачную конференцию международного характера, где принимали участие не только из Грузии, из черкесских республик, но из тех государств, где проживают черкесские диаспоры, и другие европейские мощные центры представили свои доклады. Это очень интересно, когда, вот, допустим, Копенгагенского университета или Шведского университета или в других западноевропейских университетах изучаются вопросы этногенеза, состояния и политическое состояние черкесского народа. Не только история в прошлом, но и сегодняшняя ситуация. Потому она очень важна. Вообще все должно быть начато из научных кругов. Почему? Любое решение должно иметь научную основу. Без науки в этой жизни ничего не должно случиться. А то случится то, что случается в нашем ненормальном мире, когда одно государство
уничтожает другое государство, мол, это моя. А если была бы историческая точка зрения учтена, такие вещи не происходили, потому что научный кругозор, научная практика показывает, что надо исследовать реальные вещи, реальные факты, и они должны о себе говорить без нашего вмешательства. Вот ты сказал, что было много черкесов со всего мира. Вообще много вопросов задают. Я, насколько понимаю, это была закрытая конференция. Увидят ли большой массовый зритель доклады, которые там прозвучали? Или как вообще это попадет в информационное пространство? Это тоже имеет свои периоды развития, когда после конференции тема останавливается, научная тема, потом идет отработка, и автор того или иного доклада имеет возможность еще поработать. Потом представляется первый вариант этой же работы и продолжается обсуждение. И в этот период, конечно, она закрыта, чтобы другие не вмешивались и так далее. А как только будет все согласовано и редакционная коллегия скажет свое заключительное слово, то, конечно, все будет публиковано. Потому что я помню, один из докладчиков из Соединенных Штатов попросила, чтобы пока не было опубликовано ее выступление. Я тоже остался на таком же мнении, когда я представил свою презентацию, потому что у меня были позиции, которые, думаю, что очень оригинальные с точки зрения науки и политологии, что касалось черкесского проекта. И думаю, что пока я не буду это озвучивать, лучше еще подумаю, тем более, что у нас, сами знаете, в регионе что творится, и мы не знаем, на какую сторону будет корректировка всех этих действий. Что увидели польские ученые, скажем так, принимающая сторона, вот если такой обзорный сделать анализ, что по итогам этой конференции, что для них, чем для них стал черкесский вопрос? Вот, как эта конференция преподнесла черкесский вопрос? Для польского народа в особенности, и в частности для польского государства, черкесский вопрос – наболевший вопрос, болезненный вопрос, потому что сами на себя испытывали не в таких размерах, как черкесы, но польчане тоже, поляки тоже испытывали на себя то, что вот, перед нашими глазами, помните, 10-12 лет тому назад целое польское правительство было уничтожено. Уничтожено было около 100 человек во главе президента, его семьи и всех окружающих, из парламента, и государственного сейма и так далее, они были уничтожены. Никто не знает ни причину, почему это случилось и так далее. То есть вот такие вещи могут происходить даже сегодня. Вот, и это мы хорошо понимаем, что надо исходить из этой позиции, из этого факта, когда мы изучаем историю черкесского народа и в частности черкесского геноцида. Если в 21 веке это случается с польским президентом и правительством, что и как было все сделано, в кавичках, конечно, сделано, истреблено, можно сказать, с черкесами. Там и поляки, многие переходили на сторону черкесов, и эту историю польская наука изучила, можно грубо сказать, от и до. И тому подтверждение доклады, которые там были представлены польской стороне. Это высочайший научный уровень,
и заинтересованность. И для меня вообще была новизна то, что польские студенты были в этом включении, и понравилось несколько, и один из них, допустим, была совсем оригинальная. Мы имеем только одну статью об этой проблеме, это черкесы в Иране. Честно скажу, что я мало что знаю об этом. То, что есть, я знаю. Мы тут делали в центре такую презентацию, но удивился, и приятно я удивился, когда из польского университета докторант как раз представил вот эту тематику. Я думаю, что наш центр продолжит сотрудничество с автором, и мы дождемся, какие будут результаты. А польская сторона узнала, каково сегодняшнее состояние черкесского вопроса. И мы постарались, я имею в виду тбилисская делегация, делегация из Иордании, делегация из Соединенных Штатов, из Европы, из Турции, из черкесских республик, постарались эту картину представить как можно в полном виде. И думаю, что на данный момент европейцы уже имеют свое мнение о том, что было и что есть на сегодняшний день. То есть, резюмируя эту часть вопроса, мы можем констатировать, что на одной научной конференции это не остановится и будет продолжаться эта работа с европейскими коллегами. Заинтересованность в черкесском вопросе, я еще раз убедился, что велика. Почему мы это все знаем? Потому что если не решится черкесский вопрос, Кавказскую войну нельзя считать законченной. Война не закончится, пока не решится черкесский вопрос. Многие вопросы на Кавказе нерешенные, которые берут начало империалистической деятельности, в кавычках, России на Кавказе, и в частности, и в особенности, это черкесский вопрос. Наболевший вопрос, который, если не будет решен позитивно, то война на Кавказе нельзя считать законченной. Это очень серьезно. Я знаю, о чем сейчас я говорю и что я говорю. Ответственность беру на себя, но это говорю, что будет так. То, что сегодня мы делаем диагноз, это как бы можно сравнивать с диагнозом врача, который скажет, что если вот это кариес продолжится, то оно кончится смертельным исходом для организма или части организма. Так что если не будет развито и не будет адекватный подход к черкесскому вопросу, война не закончится. Порядок, который был установлен в нашем мире 20 века и начала 21 века, в один день был уничтожен. Сейчас нет никакого порядка. Как может чувствовать себя прибалтийские государства? Вот смотрите, упала бомба не на Украину, а на Польшу. И какой ответ? Нейтральный. Да. Чуть было не обвинили украинскую сторону. Почему? Потому что та сторона, европейская сторона, то есть Запад, к этому подходит с большой ответственностью. Тогда как Россию, это все равно. Кого будут убивать, все равно. И вы представляете, если это творится с государством члена НАТО и Европейского Союза, в нашем случае с Польшей, то чем могут отвечать
прибалтийские государства. Дело в том, что империя не может быть империей, если не будет Балтийского моря и Черного моря в составе этой империи. Вот к чему все направляется. Но история говорит, что эти территории принадлежат тем народам, которые там проживают по сей день. Вот Черкесии, народ, который формировался на побережье Черного моря, сегодня официально ни одна Черкесская республика не имеет доступ к этому морю, тогда как мы все знаем, что 150 лет тому назад, допустим, в Сочи засидела делегация того или иного государства, и меджлис, то есть парламент черкесский, работал именно здесь, на побережье Черного моря. И я думаю, что вообще в перспективе как раз Сочи должна быть центром, как локация черкесского государства. Даже при составе Российской Федерации ничего против я не имею, но центром должна быть Сочи, потому что это выход на пространство, на запад, и оно имеет свою уникальную функцию и возможность. Про Польшу достаточно? Да. Спасибо центру за это. Мираб, но по возвращению из Польши ты продолжил работать над конференциями. В частности, в Тбилисском государственном университете прошел первый международный лингвистическо-антропологический конгресс кавказоведов, на котором мы видели большое количество участников, в том числе из Северного Кавказа. Как ты оцениваешь важность этого конгресса в текущих реалиях, которые происходят в регионе? Мне кажется, это не случайно, потому что польская конференция посвящалась черкесской тематике, черкесской проблеме. Это этнокультурные вопросы черкесского народа, наболевшие вопросы. И я еще раз выражаю огромное спасибо, хочу сказать, тем, которые организовали это Польша вместе с нами. И там присутствовал Тбилисский государственный университет. И мне очень особо приятно, когда логическая связь между Варшавской конференцией и Тбилисским конгрессом продолжается. Это была моя инициатива посвятить первый конгресс такого уровня, международного уровня, черкесскому писателю, классику Михаилу Лахвицкому, Аджук-Кирею. И, представляете, его столетие в нашем мире вот происходит, это же огромное мероприятие. Вообще Михаил Лахвицкий как личность олицетворяет судьбу своего народа, которая не родился, конечно, в Тбилиси, но состоялся как деятель, как ученый, как переводчик и, самое главное, как писатель именно здесь, в Тбилиси. И, кстати, он тут же и похоронен. И это судьба его народа, когда черкесы во всем мире без родины развиваются, живут. Это большой поклон. Это еще раз напоминает о том, что не бесследно исчезает то, что сделал для наших народов Михаил Лахвицкий. Еще хочу объявить свою благодарность Тбилисскому государственному университету и нашим, то есть нашего центра партнерам, когда они приняли мое предложение, наше предложение, нашего оргкомитета. И посвящение было принято. И весь Кавказ, представляете,
Вы же увидели, вы же участник этого конгресса, Лариса, ты, другие, ислам, ну, многие черкесы, которые присутствовали, вы же увидели, что все они с любовью, не завистью, но почему было, не наоборот. Один из выступающих из Ингушетии, помните, вспомнил даже вот сюжет, Да, отрывок из произведения. отрывок из произведения и показал в 1991 году, кто ему подарил в Тбилиси сборник произведений, шедевров. Это «Громовый гул» и «Поиски богов». Один из подписчиков Да, это был я, как раз. кстати, я вообще об этом не помню, но могу. Ну, на сцене было заметно это удивление. Да, я Вслух удивился. прочитал это. Еще знаете, что было? Я свой подпись сделал на грузинском. То есть не на русском, а на грузинском. И это еще приятнее мне стало сейчас увидеть, что я на грузинском подписался. Ну, это маленький деталь, но имеет, конечно, свое значение. Ну, это, конечно, не только черкесская тематика, это вся тематика всего Кавказа, кавказских народов, наша цивилизация. Но еще раз, в вопросе нашей цивилизации, общекавказской цивилизации, но еще раз хочу подтвердить, что если не будет научная основа на нужном уровне, то у нас ничего не получится. Потому что наука – это то, на что должно зиждиться. Фундамент, да? Это фундамент, на что должно зиждется наше будущее, но нельзя забывать о сегодняшнем. Сегодняшний день – это день, который рождает будущего. И уже сегодня мы должны делать то, что будет с нами завтра, думать об этом. Спасибо центру за это. Ну, говоря о Конгрессе, с сожалением надо сказать, что в этот раз из черкесских республик не было участников в офлайн, по крайней мере, формате. В Zoom в онлайн формате были, мы видели участники, но в офлайн формате не было. И в связи с последними событиями, происходящими в черкесских республиках, и с тем давлением, которое оказывается на ученую среду в черкесских республиках, разговаривая с тобой как с ученым, не могу эту тему обойти стороной, и хотелось бы услышать твое мнение. Почему такое сильное давление оказывается? В частности, буквально на днях прошли обыски сотрудников ФСБ, Центра по борьбе с экстремизмом, у сотрудников научно-исследовательского института, как раз у коллег, филологов, языковедов. С чем связано, может быть, это давление и какое твое отношение к этим процессам, происходящим там? Ну, удивительно вообще, когда черкесскому писателю весь Кавказ посвящает свои доклады. Это этнографы, этнологи, лингвисты, литературоведы, специалисты по кавказским разным народам фольклоров, истории, источников ведения. В общем, и в это время удивляюсь, как у самого этнического черкеса, ученого, который посвятил свое выступление творчеству Михаила Лахвицкого, не может участвовать. А знаете, почему не приехали? Давным-давно было мне известно, что они не приедут. И посмотрите программу. Программы, они все Zoom-участники. Но многие до такой степени были измучены и приговорены к тому, что вы потеряете как минимум свое рабочее положение, позицию, где вы работаете,
Конечно, многие отказались от этого. А потом я узнаваю, что не только звонки были, но и обыски. И что интересно, нашли материал, мол, у них в компьютерах программа нашей конференции и нашего конгресса. Да. То есть это доказывает, что они террористы. Что человек, который любит своего писателя и представитель, один из ведущих гуманитарных наук на Кавказе, адыгской филологии или адыгского историковедения или историографии, не имеет права посвящать статью любимому писателю. Вот у меня вопрос. Что вы думаете, когда в черкесских республиках запрещаете юбилей такому выдающегося писателя? Юбилей такого писателя столетие, друзья мои. Вот в Тбилиси, да, потому что он наш, потому что он тут покоится. Он здесь ходил, творил. Но он же черкес, и он черкесский писатель. Прежде всего. Он и русский писатель, потому что он классик русскоязычной литературы. И я думаю, что не только в черкесских республиках, но и в Москве должны посвящать юбилею хотя бы на вечеринках вспоминали. Но это удивительно, когда российские силовые структуры запрещают научную конференцию, считая эту конференцию плод как акт террористический. Государство, которое занимается терроризмом во всем мире, видит терроризм везде, даже в произведениях Михаила Лохвицкого. Важно отметить, что большая борьба происходит, вот в частности мы говорим о Кабардино-Балкарии сегодня с научно-исследовательским институтом, и сегодня мы видели уже распространившееся заявления ряда правозащитников и общественных деятелей в поддержку и в защиту этого института, и со своей стороны выражаю надежду и уверенность, что работа института и работа научных кругов не будет подвергаться репрессиям, но хочу отметить, что когда мы говорим о геноциде, когда мы говорим о продолжении геноцида, как раз-таки борьба силовых структур с научными кругами, с людьми, которые занимаются исследованием своей национальной идентичности, языка, культуры, это то самое продолжение геноцида. И сегодня мы констатируем, что вот сегодня это продолжается и не остановилось на событиях 19-20 века или начала 21-го. То есть это непрерывная борьба происходит с черкесским вопросом. И тут, наверное, мы возвращаемся в начало нашего общения, когда ты подчеркнул важность черкесского вопроса, в том числе с европейских площадок. Да, когда... О чем это говорит? О том, что для меня, о том, что Россия, Российская империя не воспринимает черкесов как своего, как представителя своего государства, как часть общегосударственного организма. Для них формула Черкесия важна, без черкесов по сей день работает. Это топорная, тупая точка зрения, что и погубит настоящую, сегодняшнюю Россию. Вот это же видит молодежь, когда хотели Сочи объявлять не черкесской, а греческой землей. Вот сам Путин какие-то артефакты держал, я видел, на руках и утверждал: о, греки, греческие. Откуда там греки?
Греки там такие же гости, как и генуйцы в черкесских портах. То есть итальянцы. Сегодня мы, черкесы, не можем никак не защитить Россию, не повлиять на ее судьбу. Она сама себя ведет катастрофическим, Как сумасшедшая. действием, да, Сумасшедшая. не отдавая уже отчеты, оценку своим действиям. И в нашем случае мы только можем готовить себя, мы только можем работать над тем, чтобы черкесская нация продолжала функционировать вне зависимости от судьбы Российской империи. Понимаете, что вспоминается, дорогой Айдемир? В 1989 году перед смертью, накануне смерти, можно сказать, Михаил Лохвицкий написал специальное письмо, обращение Политбюро СССР об объединении черкесских субъектов в составе Российской империи, Российского государства, Советского Союза, как хотите. И он отмечает судьбу шапсугов, черкесов, которые по сей день проживают на побережье Черного моря. И их национальная часть, национальный район, если я не ошибаюсь, Шапсовский национальный район, который был упразднен национальный округ, в 1945 году, по-моему, в апреле месяце. О чем это говорит? Войну уже выигрывают, кавказские народы уже переселены куда надо, а Черкесскую область упраздняют. Ликвидируют, да. Когда Россия видит свою силу и мощь, она всегда делает так, как она делает. Спасибо центру за это. Я думаю, что нам нужно быть готовым к абсолютно разным возможным развитием событий, сценариям со своей стороны, и поэтому выражаю тебе, Мираб, отдельно огромную благодарность за твою работу. Спасибо за интересный рассказ и спасибо за все эти конференции, конгрессы, которые проходят. Считаю их очень крайне важными сегодня, потому что они являются, как ты любишь часто говорить, объединяющим фактором, как и в нашем случае вот черкесский флаг является объединяющим фактором. В случае общего региона и Кавказа наше вот это общение, взаимодействие, это просто жизненно необходимо. Потому что когда ты находишься, участвуешь в таких конгрессах, общаешься с этими людьми, у всех, у каждой из этих групп есть понимание, что те недосказанности, может быть, или какие-то недоразумения, которые присутствуют, это настолько маленькие, даже не проблемами их назвать тяжело в общем глобальном смысле. Поэтому это важно, и я надеюсь, что сил достаточно для того, чтобы продолжать эту работу и в будущем. Еще раз благодарность Черкесиan Media хочу объявить и ответить, почему наука. Потому что 100 лет, 50 лет, 150, 200 лет тому назад все, что было сделано, сегодня история. И историю изучает наука. А то, что сегодня делается, это тоже уже история. К сожалению, наша история, когда в 21 веке уничтожаются целые народы. 50-миллионная Украина не защищена. Вы представляете, какова опасность для наших народов. И уже сегодня все факты должны быть изучены только через научный подход. И наука как раз имеет тот фундамент,
на котором мы должны строить сегодняшний день, завтрашний день. Вот потому мы, участники живого процесса, не должны бояться говорить правду. Утаивать правду мы уже видели, к чему приводило. А сегодня я не собираюсь молчать. Мы должны сказать всю правду. Всю правду. Еще раз говорю, диагноз самое главное. И политология, это как наука, ставит свой диагноз. Отличное завершение, думаю, этой передачи. Мы не собираемся молчать и собираемся говорить всю правду. Подписывайтесь на канал, активнее участвуйте, распространяйте наши видео. Хайрджит Зартлагуна, ассаламу алейкум. عدقت وزي صنغة ويشاف خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوش زقوة وتكون يحب شرشع وابن خججات